Амзат, мы сейчас в Стокгольме, находимся в прекрасной студии. Добирались, правда, далеко. Рад тебя приветствовать. Расскажи, уже 2-3 недели прошло после боя с Уитакером. Сейчас уже можно вспомнить, проанализировать. Расскажи, все получилось так, как ты задумал? Да. План был такой, чтобы бороть его, задушить, или болевой, взять то, что мы задумывали. Все прошло как по плану. Вот ты прям с первого раунда вы хотели завершить? То есть просто все делали акцент? Не было такого плана, что в первом раунде, или втором, или в третьем, или в пятом был, чтобы поймать его на удушающий или на болевой и давить его борьбой. И в стойке, если был... я знал, я был уверен, что я повалю его. Если даже не получилось бы, вперед пошел бы, бил бы и давил бы, опять то же самое, бороться начал. План был такой: давить, бить, задавить. Неважно, в первом раунде, все раунды. Не было такого плана какого-то там в первом раунде сразу сломать его. Был план такой. Ты многих разочаровал. Я даже сидел, они такие, хотелось увидеть все краски от Хамзата. Как он вообще? Не знаю. Краски какие-то. В принципе... Что хочешь, не знаю, но мы свою работу хорошо, отлично сделаем. То, что хотели. Самое главное, то, что команда хочет, и я хочу. Остальное... А есть желание дальше продолжать, завершать в первом раунде? Потому что, там можно посчитать, вроде 4-5 минут, у тебя все бои большинство завершались общие в сумме. И нету желания просто дальше продолжать, может? Конечно, есть, когда получается, есть желание в первом раунде, есть желание в пятом раунде, без разницы. Желание есть просто биться, поэтому я никогда не задумывался завершать в первом раунде, бои. Да. Хотелось нокаутировать кого-то, но не думал про раунды. До боя с Мершатом, я помню, Дана говорила, я хочу тебя увидеть в стойке, и ты показал бой в стойке и нокаутировал его сразу. Если снова будут фанаты или Дана Уайт просить, Хамзат, а тебя давай в стойке, условно говоря, продемонстрируешь ты эту стойку? Если я захочу, конечно, покажу. Мне Дана Уайт не говорил, что показать бокс. Я ему сам сказал, что я покажу тебе свой бокс. Он так чуть-чуть, не верил, может. Думал, что я просто борец. Я знал, что у меня соперник тоже джитсер, стойка у него чуть-чуть хромает, и я уверен был, что у меня стойка намного лучше. Раз пошел, сразу вырубил. Так получилось. Ты когда повтор смотрел, как будто он сильно боялся тебя, не было такого? Я про Мершата. Когда подходил, уже видно было, что он уже как будто сдался. Не знаю. Сдался, не сдался. Если человек вышел на бой, то он же вышел туда биться. Боялся, не боялся. Даже крысу загонишь в угол, он же обратку дает. Просто у него не получилось, я его вырубил. Если дал бы ему драться, он, наверное, дрался. Он не такой уж плохой боец, но много боев выигрывал. Такой жесткий среднячок, можно сказать. Вообще в теории, как ты думаешь, возможно такое, что боец боится выходить, но все равно, чтобы не подводить никого, но он вышел все равно подраться, но это страх все равно есть. Может, ты знаешь такие ситуации, когда прям сильно страх перед боем? А на спаррингах все нормально? Скорее всего, это не страх, а волнение. Если страх был бы, я думаю, ребята даже и не присутствовали в боях. Если человек выходит и осознает, что может превратить себе ущерб своему телу и здоровью, и он выходит, это не это страх, это он идет против страха, можно сказать. А есть волнение спортивное, которое не хочется проигрывать. Кто-то это сильно задумывается за это, проигрыш, победа, смотрят люди, окружение, все такое. Наверное, из-за этого можно это спортивным страхом можно назвать, не знаю, такое волнение, такое вещь. Именно как побороть, потому что я уверен, многие наверное, смотрят, даже и не в спорте, волнение же везде, на сцену выходишь, или еще где-то. Это волнение как побороть, потому что у тебя
Его вообще нету как будто. Ты выходишь на бой, кайфуешь. Ну, у меня есть такое, единственное волнение у меня есть, которое, потому что, когда выхожу на бой или перед боем, почему я не волнуюсь, как те другие. Поэтому вот это волнение есть. Я думаю, что-то нету такого чувства, которое другие чувствуют, почему у меня такого нет. Наверное, это и к лучшему. Мне не дало такого. Всевышний дал, что я чувствовал себя комфортно, чтобы я выходил на бой. И даже на улице не было такого, что когда что-то перепалка начиналась, что я думал, что я сейчас проиграю, или меня побьют, или что-то такое всегда. Вообще рефлексы отключаются. Просто всегда думаю, как его там забить или выиграть, или... С одной стороны, я сейчас думаю, хорошо, что ты боями занялся. Вот на улице оставаться с таким было бы опасно, если честно. Слава богу, что есть такой спорт. Реально. У тебя я заметил... Лучше в спорте выступать, если есть у тебя такие одаренные данные, которые можешь боями заниматься и заработать над этим, делать хорошую жизнь для себя и для других. Думаю, это для таких ребят, как я, это отличный вариант выхода из улицы. Слушай, у тебя по-любому были ситуации, где ты понимал, что, возможно, имиджево мне это не стоит делать, но мне уже все равно, я там найду этого человека или доберусь до него, или, в принципе, там, не знаю, какой-то момент, понимаешь? Вот сейчас, когда ты уже повзрослел, когда у тебя семья, ребенок, ты все же придерживаешься этих принципов, таких, знаешь, пацанских, грубо говоря, или все-таки уже опыт приобрел? И как-то, может, на некоторые темы такой, да и зачем мне это надо, я лучше своим делом займусь. Бывали моменты, что я летел, езжал, пытался найти кого-то. Да. Такие моменты тоже бывало, горячий, молодой там. Да и сейчас много чего и не изменилось. Люди пишут плохое, хорошее, всякое бывает. Я думаю, если есть человек, если есть человеческое у тебя, ты будешь говорить людям в лицо, а не в интернете. Интернет это, с одной стороны, хорошая вещь, а с одной стороны, плохая вещь, знаешь. Это есть такое место для достойных пацанов, там ребят, и сложное место. А для таких, можно сказать, подлых людей это радость. А можешь там скрытные аккаунты какие-то делать или что-то плохие вещи писать, и им не показывая свое лицо, и не показывая, где ты живешь, и пишешь что угодно, там материшься, плохие вещи, там я тебя то, я то, все. Для подлых людей это, можно сказать, их не рай. Они могут так показывать себя. А для достойных ребят это в жизни, я думаю, все такие достойные люди, в лицо всегда все бывает. Но ты же не обращаешь, грубо говоря, на твои... Просто я тебя тогда еще в Москве просил, не обращай, ты... Я помню, к одному поехал даже. Было, решало всегда. Я много раз встречался с людьми, которые мне плохо что-то писали или что-то говорили, там, сплетни, там, то что-то доходили. Я где-то много, сейчас не рассчитаю, там, много было встреч, когда встречался. Единственное, что я слышал, я был неправ. И извиняюсь, брат, там, то все. И когда кто-то извиняется, я не такой там слишком гордый человек, который, если кто-то извиняется перед тобой, бить его там, и перед людьми там снимать и все такое. Я не подлый человек, я пытаюсь выйти, есть вариант выйти для меня и для человека, которого допустил ошибку, достойный выход есть. Мы пытаемся то так выходить оттуда. По бою сейчас хочется вернуться теперь снова. Многие до того боя, прям зарубежная пресса, все писали про Салима, тренера по борьбе твоего. Все прям были воодушевлены, что он вернулся, что он с тобой. Почему его не было? И будешь ли ты дальше с ним тренироваться? Конечно, мы будем дальше тренироваться, если Салим захочет.
в первую очередь. Он в Хасавюрте живет, там, по-моему, борцов иногда тренирует, и я точно не знаю. Если у него время будет меня тренировать, я буду очень рад и благодарен. А так, почему его не было? Потому что у моего паспорта не было, загранпаспорта не было, а потом мы подали и ждали его. Там под конец получил он, но все-таки чуть поздно было, поэтому так в следующий раз... В теории возможно, да? Конечно, возможно. Но я бы очень хотел, чтобы такой тренер. Да, Селим в основном у нас был по физподготовке, по борьбе, вот так. Начальная часть. Да. Эльбрус, сбор, который ты провел, насколько он тебе пошел на пользу, и будешь ли ты дальше пользоваться этим кемпом? Да, конечно. По мне, сейчас я постоянно буду туда возвращаться и тренироваться, и делать кемп там. Можно сказать, это уже твоя база будет. Как моя база, там много ребят бывает, кто тренируется, и боксеры, не боксеры, там борцы, и все, разные люди бывают, кто тренируется. Мне понравилось по душе место такое, и условия для тренировок очень так богатые. Да, там сборная России приезжает. Да, там многие ребята приезжают, и такое место, такое, да, природа хорошая, и все спортивные люди, там никто не ходит, не курит там по улице, там не пьет, там все так по-спортивному, то альпинисты, там, то лыжники, там разные, и спортсмены всякие. Спортивный интернационал. Да. Ты говорил, но я думаю, что многие люди это все-таки восприняли как какую-то шутку, возможно. Но ты же реально до именно этого сбора у тебя не было там своего доктора, я как знаю, там, условно говоря, тренера, разбитых по индивидуальным дисциплинам. Ты же только недавно начал приобретать таких людей вокруг себя. Да, перед этим боем с друзьями моими близкими сели вместе и так решили, что команду надо создать, не так, как раньше, просто где попало, что попало, всем тренироваться так по-разному. И я никогда даже не давал анализы, не проверял, какие витамины мне нужны. Сейчас доктор есть, и фармаколог, там все, и диетолог, и тренера по разным сферам. Так они сказали, так надо все сделать по-профессиональному. Они говорят, мы знаем, что ты драться-то умеешь, что надо правильно подходить к боям. И так решили. А что ты отвечал раньше, когда тебе такое говорили? Как ты находил оправдание? Я не знал вообще, я не видел то, что в других залах я никогда так особо и не был. Ты же в Америке даже в залах, да, практически? Я в Америке чисто UCPI и Extreme Couture, там на спарринге ходил. А в основном я со своими тренерами. Тут в All Stars этот, тот, который мы раньше тренировались, там в подвале тренировались, и оттуда на бои выходили. Особо так. Если получается, что менять? Наверное, так думал. Если уровень у тебя поменялся, если... и те партнеры, которыми я раньше тренировался, такого уровня сейчас и в All Stars нету, можно сказать. И ребята... Алекс завершил, можно сказать, Илир ушел, там многие ребята UFC ушли. Сейчас новые молодые поколения, но они все легковесы, можно сказать. Из-за этого тоже не подходило. Надо было свою команду что-то... у меня команда, я за Ахмат выступаю, все ребята оттуда. И Мурат Бичуев, и все ребята там, кто я захочу, чтобы мне помог, они все рады мне помочь. В этом бою против Уитакера кто тебе помогал? Основные спарринг-партнеры твои? В начале этапа, конечно, Абубакар Вагаев. И потом он в середине кемпа чуть травму получил, там, по-моему, мышцы. И бой перенесли. Да, на ногу что-то случилось. И там был Григорий, тоже и ICA выступает, Сочи парень, и Влад
с Беларуси тоже в ICA выступают. Такие здоровые ребята. Якуб Сулейманов, новый молодой парень тоже. И Бек Нуцулханов, который раньше со мной и в одном борцовском зале вместе боролись, там тренировались. Ну, отличные ребята, такие, знаешь, крепкие. Вместе тренировались, и они помогали. В основном вот все твои спарринг-партнеры, они из ACA. Ну, получается, у ACA неплохой уровень бойцов, если так взять? Нет, конечно, хороший, высокий уровень. Если не было бы хорошего уровня, зачем мне с ними тренироваться? Конечно, хорошего уровня, высокого уровня ребята. Потенциально кто-то из твоих спаррингов мог бы вот в топ-10 UFC попасть, как ты считаешь? Конечно, мог бы. Ну, вот если взять Абубакара Вагаева, я боролся с многими людьми. Такого сильного, здорового, мощного парня я не видел. Очень крепкий парень. А если даже он очень в хорошей форме, если с ним побороться, мне вообще у нас такая искра бывает в борьбе. Очень такой крепкий парень. Хамзат, ну вот реально, я понимаю, все-таки бойцовская этика, ну, вряд ли ты будешь рассказывать все, что там на тренировках происходит, но есть кто вот реально может тебе сопротивление в борьбе на спаррингах, на тренировках составить? Да, многие могут на тренировках, да, все ребята. Тот Бек Нуцулханов хороший борец такой. Ян Иглсен вроде. Да, он один бой провел, я Иглсен. Ну, недавно ММА перешел, а так он раньше боролся, на многих чемпионатах выступал по борьбе. И он сейчас переходит в ММА и учится, как бороться у стены и все это такое. Конечно, эти ребята в борьбе точно мне не уступают. И Абубакар Вагаев, и сейчас Якуб Сулейманов. Он больше ударник такой, техничный. Но он уже сколько лет вместе работаем. Хорошо подтянул свою защиту от борьбы и грэпплинга. Якуб, как я знаю, уже ПФЛ? Да, его сейчас подписали. Сейчас сегодня показывали 2 бойцов, которых потенциально можешь с ним подраться. Скорее всего, в скором времени его увидим. Вот я как знаю, ты даже углубляешься, да, вот подсказываешь по бойцам даже, ведешь в этом плане. Я смотрю, я просто не выбираю никого, просто я говорю свое мнение ребятам, у него свои тренера, там Нурат Бичуев, там и Рустам Идрисултанов, они вместе работают, эти ребята. Я говорю, вот это имя, наверное, может быть хорошее, а это имя может быть не так себе, если мы его побьем, ничего не изменится. Вот такое бывает. А так я не углубляюсь, там этот парень так берется, или ты так дерешься, все такое. Это уже работа тренеров. Хамзат, ты, я не знаю, знаешь ли ты эту информацию, вот я прочитал это в паблике «Ночь в клетке», что ты являешься единственным бойцом из рейтинга в UFC 128 человек, которые ни разу не переводили в профессионалах. То есть ни разу тебя не переводили. Ну, в зале-то меня переводили много раз. Но... Почему у тебя вот такая реакция? Вот как будто я тебе просто что-то вот новость сказал. На самом деле, вот если вдуматься, это очень крутая статистика. Ну да, не знаю, это же не такой успех, который тебе дает чего-то. Просто цифры какие-то там, ты защищался, там все такое. Не знаю. Для кого-то это большой успех, для меня это, думаю... Это и для твоих людей, кто-то за тебя там следит, переживает, для них это тоже какой-то прям вау. Ну, наверное, я не знаю. Даже не знаю, на что ответить. Я вообще не задумывался, вообще кто-то пытался бороться со мной или нет, даже сколько тейкдаунов. Я всегда думал, сколько боев, сколько я финишировал и кто следующий. Вот про это всегда задумывался. Ну, вот ты сейчас уже знаешь про эту статистику. Ну, может, ее тоже будешь как бы держать до нуля? Ну, если Всевышний даст, конечно, как любой другой боец, который хочет уйти таким идеальным, и всем бойцам, как и мне, тоже хочется. У тебя вообще вот такой характер вот победителя. Вот мы, допустим, в PUBG играли недавно. Там я тебя убил, ты уже на меня злой был. Я чувствовал. Я думал, ты шутишь, да, я чувствовал. Я выиграл вас. Ну, выиграл, да. И вот эта игра, она не закончилась, пока ты нас не выиграл. И
Вот это характер победителя не мешает тебе в жизни? Имеется в виду, сложно же уживаться иногда в плане того, что ты везде хочешь победить. Сложно, не сложно, жизнь себе построил. Это самая лучшая вещь, это если что-то берешься победителем, выходить оттуда, это же хорошо. Мне не мешает, мне нравится соревноваться, там быть побеждать, чего бы я начал, там всегда хочу выйти победителем оттуда. Не было бы этого, наверное, всего, что вокруг тебя, если бы и желание победить везде. Наверное, да. Скорее всего, да. Возвращаясь к Уитакеру, после боя попросил... Дана Уайт показал фото журналистам, где была челюсть у Уитакера, там 3 зуба нижних вроде уже не было. Когда ты увидел это фото, какая у тебя реакция была? Я уже знал, что что-то сломано. Там, я думал, челюсть сломана. Ты уже в бою, да, это понял? Да, я что-то хрустел, что-то такое. Не знаю, не было такого какого-то такого сверху. Жалко пацана. Что сказать? Ремонтировать его надо. Вы не пересекались? Не виделся. Мы хотели, Адам Дустом говорил мне, давай поговорим с ним. Мы пытались войти его, что-то куда-то доктора его отвели, походу. Вряд ли он бы сам поговорить смог. Да, мы хотели там руку пожать ему. Что-то не увидели. И что Дана Уайт сказал? Просто он после боя побежал к себе сразу. Я такого, кстати, тоже не видел, чтобы там после боя Дана быстро побежал к бойцу что-то передать. Вот он что-то обсуждали даже фанаты. Дана Уайт подбежал к Хамзату, видимо, сказал, ты следующий за пояс. Не знаю, да, особо я точно и не помню, что он говорил. Помню, что он поздравлял меня. И такой суете, и на эмоциях там. И не заметил, что он подбегал. Даже уже забыл? Не забыл, конечно. Я помню, как он подходил, там поговорил. Но я мимо проходил, что не заметил его так. Хамзат, какие планы дальше? Дрикус де Плюси уже вроде как не хочет драться с Шоном. У него интерес с тобой провести бой. Все говорят про февраль. Было ли к тебе предложение, может, какое-то? Ты сам как, готов сейчас? Не было никаких предложений про февраль. Я собираюсь поехать туда. У меня уже контракт, там пару встреч. Ага. И по контракту надо поехать и сделать работу. Встретиться с фанатами, там, поговорить, пообщаться. А для боя ни с кем не говорил, ничего такого не было. И в планах у меня сейчас восстановиться. И, как я говорил, есть проблемы. Ребенка решить надо. Некрасиво, конечно, я вот так высказался. И с англичаном общался. У нас не принято там говорить про своих детей. Да, ничего такого и не было. Да, я с ним поговорил, потом и все разошлось, и все там узнали, что у меня там проблемы с ним. Слава богу, все решается. Да, как вроде я сейчас, находясь здесь, знаю, что вроде чуть все на поправку идет. Да, конечно, операцию сделали, все прошло. Тем, кто думает, что я перешел там через традицию, общаюсь, говорю про свою ребенка, не знаю, что сказать даже. Хамзат, я перед старшими извинился, все. Честно скажу, я не думаю, что это у кого-то была даже такая мысль в голове, что кто-то подумал, что ты как-то переступил что-то. Возможно, это те фейки, о которых ты говорил, они, наверное, тебе писали. Да. В любом случае, здоровья, ногчи. Друзья, если вдруг вы окажетесь в Европе и захотите снять подкаст или какую-то провести съемку, и вам нужны будут люди со своей аппаратурой, или чтобы вам нашли студию, Эколаб – это наши друзья, они помогут вам найти любую студию в любом городе Европы и будут вас сопровождать. Подписывайтесь, ссылку оставлю в описании. Возвращаясь к теме, возвращаясь к боям, и я сейчас знаю, что у тебя тур будет, вроде по Австралии.
после этого тура есть ли вероятность, что ты окажешься, может, в Америке? Потому что, как мы знаем, Дональд Трамп победил на выборах. Да, конечно, я Навати прислал, поздравлял их. Он, по-моему, тоже какую-то должность будет принимать. И сейчас, по крайней мере, по тем... Наши люди уже в правительстве. Можно сказать, да. Как я слышал, что-то там, он какую-то должность будет хорошую занимать там, в Америке. Рад за них, за него такой, знаешь, мужик, который работал даже в отеле, который, знаешь, людей принимал, можно сказать, такого успеха добился в своей жизни, мотивирует людей. Нават ответил на поздравление? Да, конечно, ответил. Спасибо, брат, там, это хорошо для всех людей, для всех нас, сказал. Круто. А до боя, может, ты, наверное, тебе кто-то показывал, что до боя он тебя поздравлял, не то, что поздравлял, а поддерживал Трампа, он закинул тебя и написал «Great Fighter», «Amazing» что-то. Я не знаю, он закинул, все мне писали, тебя Дональд Трамп закинул. Он любитель боев, да. Поэтому... Ничего такого удивительного не было. Мой глава там Чеченской Республики постоянно болеет, приезжает за меня и переживает. И сейчас на бой приехал, тоже такая, видишь, такая личность. Чувствуется эта поддержка? Да, поддержка, конечно, чувствуется. Я не политик, и не разбираюсь в политике, не пытаюсь там за того президента, за этого президента там что-то говорить. Скорее всего, это нам и обычным людям и не знать, что происходит в мире. Я за мир. Если какой-либо президент хочет мира на земле, то, конечно, меня радует. Я слышал, что сейчас Трамп сказал, я точно не знаю, он говорил или не говорил, мне люди говорили, что когда он президентом станет, и война остановится. Надеюсь на это. Он сказал, я остановлю войны, по крайней мере. Да. Хамзат, твое спокойствие, знаешь, разделилось в два лагеря. Кому-то твое спокойствие понравилось, кому-то такие, да давай, Хамзат, где же этот смэш, где же вот этот I'm kill everybody? Вернется ли тот Хамзат? Вообще, или он даже не уходил, я не знаю. Я не знаю, что даже сказать. У меня ребята говорят, что ты искренне это, брат, ты волнуешься. Я говорю, зачем мне волноваться, тот же Хамзат, просто что я буду в интервью даже говорить, если парень тоже вообще ничего мне не говорит. Да, кстати, да. Такой уважительный парень, что ты ему скажешь вообще? Если я даже что-то ему сказал бы, там, газовать на него, он все равно сидел, молчал бы. Да, он всегда нас спокоен. Да, зачем? Если кто-то газует на меня, мы вдвойне газуем на него, да. Конечно, хочется в адекватном плане выходить от всего этого. Не хочется там грязных что-то было. Я думаю, это вообще все люди хотят спокойствия и просто зарабатывать деньги, бои делать. В принципе, я не думаю, что это, наверное, получается, это просто твое естественное состояние. Когда ты там взрываешься, ты такой, условно говоря, в основном... Если я на эмоции, у меня эмоции выходят, очень сильно такой эмоциональный человек. Кто-то наезжает, я жестко наезжаю на него. Если кто-то спокоен, я вдвойне спокоен. Можно сказать, вот так. Хамзат, про чемпиона D+C. Если выбирать из тех, с кем ты дрался, и его сравнить, сложно для тебя это соперник? Или все-таки были и сложнее, с кем ты проводил бои? Можешь сказать, что он самый сложный соперник был? Если не подраться, мне давали этот вопрос раньше. Как я и говорил, если не подраться, не узнаем. У меня есть там мысли про бои свои. Реальность составить, только в клетку выйти надо, потом посмотреть. А если тогда взять тех бойцов, с кем ты уже подрался, кто для тебя был самым неудобным соперником, если вспомнить? Я даже не знаю, неудобно, удобно. И то, что было, прошло, я не особо не додумался до них.
Да, Усман, я пошел до конца, подрался с Усманом и Гилбертом, подрался. Ну, в каждом бою иногда все проходит в лагере хорошо, иногда что-то плохое, и болеешь. Там никому не секрет, я часто заболевал. У меня, если взять все вместе взятых, у меня 5-6 операций, по-моему, было, и 7-8 переломов у меня собрался. Мне много раз говорили доктора, больше не будешь. Ну, пока что доказываю, что буду. И перед боем с Усманом тоже никому не говорил. Я не такой там человек, который люблю там говорить такие вещи. У меня это была проблема, то была проблема, может быть, и моего соперника тоже какие-то. И чуть было такое, температура, все такое, мы даже задумывались там не выходить, но все равно у меня большой простой был, год не дрался, там все такое, и я так задумался, зайду быстро задушу, но то, что те мысли, которые у меня были, не получилось, но, слава богу, выиграли. Ну, я не знаю, можно ли это называть, причину. Ты же, я как знаю, ты же очень уязвим для болезни. Не как все. Мы, условно, там можем перенести там Не, это не вирус. так, как сказать, уязвим, там, заболеваю, не как все другие. Просто я тренируюсь сильно. И я постоянно в зале пашу. И когда ты всегда тренируешься, у тебя хочешь, не хочешь, иммунитет же падает. И поэтому всегда какие-то фанаты подходят, они не думают, что есть какая-то инфекция, больной, не больной, видит тебя, обнимает тобой, руки пожимает, и бывает. И когда у тебя иммунитет упавший, конечно, эта инфекция переходит на тебя. Да. Половина из-за... Да, щитовидки половина убрали мне. Да. Это же сильное влияние. Я думаю, ты сам знаешь, что это... Да, я слышал, влияет, но, по крайней мере, сейчас, как я иду, ничего не мешает. Не, именно вот я знаю, что ты часто температуришь. Вот моменты у тебя часто происходят, что ты можешь легко затемпературить. Но просто, чтобы было понятно, наверное, тем, кто не в курсе, это же 50% твоего иммунитета уходит, если половины щитовидки нету. Я думаю, это... Я не знаю. Доктор сказал, вроде нормально все. Ну, уже нормально. Да. Про жизнь твою вообще, вот в основном, где ты сейчас живешь и собираешься дальше проживать? Ну, я в основном сейчас жил в Дубае, переезжаю в Абу-Даби. Ну, там в основном и дома бываю сейчас, готовлюсь к боям. Да. Первую подготовку провели в казино, и потом в Эльбрусе и Кисловодске. Но в основном твоя жизнь будет... Ну да, у меня семья. Скорее всего, мы будем жить с семьей там в Абу-Даби. Говоря к твоей команде, я как знаю еще, ты говорил просто недавно, что из твоей команды перейдет в UFC Белал Типсаев, молодой боец. Он должен скоро провести здесь бой. Да, у него, по-моему, с каким-то ex-UFC бойцом бой, по-моему, назначенный. Точно не знаю, и назначен, не назначен. Ну, у него, по-моему, сейчас 8-1 или что-то такое, или рекорд 8-2 или 9-2, точно не знаю. Не помню. Ну, хорошо идет сейчас, последние все победы, побеждает бои. Надеемся, очень талантливый парень, но если он бы пахал бы раньше, как надо было, давно был бы в UFC. Очень талантливый, очень крепкий парень. Я никогда не видел такого физического мощного парня, который весит, как он весит, и может поднимать там тяжело. Он даже Алекса поднимал и бросал. И парень такого веса. Очень физически мощный парень. Но надеемся, что в скором времени получится. У меня еще как раз рассказывал историю очень. В принципе, я как знаю, ты не любил ММА. И всегда говорил, да, не хочу это ММА, у тебя только борьба была. И в какой-то день он предложил тебе пойти в зал, сказал, что будет тренировка по вольной борьбе, а там ММА, спарринги вроде были. Не, он сказал, зал ММА, там у них борьба будет. Ага, да. Да. Я знал, что ребята это все бойцы.
Насчет, что любил, не любил ММА, это неправильно. Ну, я любил единоборство, всегда смотрел все бои, там, Федора, всех соотечественников, ребят, которые в Ахмате, которые мои братья выступают, Абдурахмана, там, Бакара, и ребят всех следил за ними. До того даже мы не были знакомы, я болел за них и следил за ними. И Бибулатов в то время выступал в UFC. Ну, такие для меня были такие примером ребята. Всегда хотел стать. Ну, не только в то время я в борьбе выступал, хотел достичь чего-то такого результата, как они достигали в то время. Ну, не было такого неприязни, чтобы ММА не перейти там. Там просто продолжение есть истории, что там был чемпион Швеции по ММА, и тебе предложили с ним провести спарринг, и там ты просто опять же, за минуту что-то его уработал, и там тренера сказали, ты кто, откуда, и они тебе предложили тренироваться вместе. Ну, сейчас точно не вспомнишь, да, парень, в то время он, по-моему, в профессионалах дрался, хорошо шел, в 93 выступал, и мы в паре встали, и я в стойке его даже выиграл, и не думаю, что я профессиональный какой-то боец. И у меня тренер был, ну, тогда у меня шведский не так уж хорош был, это где-то 8 лет назад, 7 лет назад было, по-моему. И спрашиваю, типа, где выступаешь, в каком организации. Я сказал, первый раз в зале ММА. Он не верил в это, он переводил. И спрашивал, хочу я ли подраться. Я сказал, давайте, если есть. По любителям сразу бой дали через неделю. И так выступил, выиграл быстро свой бой. Ну, понравилось. Ну, что-то такое, эмоции понравилось, которые есть, выходя на бой, и в бою, и после боя. И так начал потихоньку переходить туда. Мне кажется, просто как хобби было, чтобы разрядить эмоции. Ну да, просто я не был в то время уверен, что я каким-то профессионалом стану. У меня была мечта в какой-то чемпионат мира по борьбе или Европы, там куда-то такое место, Олимпиаду, туда-то попасть. Я работал, пытался заработать и что-то делать для себя, семьи в то время. Ну, зарабатывать ты начал позже. Тебе не платили, да, вроде как в начале? Нет, конечно, там в любителях что заплатят, там ничего, вообще ничего не заплатили, никакой ни медаль, ничего нет. Просто, да, вообще ничего нет. Ты заплатил, это, по-моему, я заплатил. За участие, да, еще, наверное? Да, что-то такое там, ну, мало так. $20-30 что-то там платили, да. Ну, а у тебя есть такой момент сейчас? Я просто видел, мы с тобой, когда даже гуляли, ты там заходил многих, ну, ты благодарил прям людей, там, не буду говорить подробности, окей. Но есть такой момент, когда вот не было денег, когда было трудно, ты был там, тебе человек помогал, там, я не знаю, официант это или еще кто-то. И вот когда у тебя все появилось, ты вот отблагодарил, поехал уже это место. Да, были моменты, есть моменты, которые, ну, там не скажешь прямо, что много людей помогали. Я их даже по пальцам могу рассчитать. Я знаю всех, кто помогал. Если кто-то мне доброе что-то делает, я его не забываю. Если кто-то что-то плохое делает, тоже не забываю. Вот, поэтому, ну, всегда рад помочь и поблагодарить людей, которые мне помогали. Как ты считаешь, вот сам ты добрый человек? Ты можешь сказать, что это вот я добрый? Нет, конечно, не могу сказать, что я добрый или плохой. Там. Я пытаюсь быть хорошим, быть примером или быть, ну, потому что Всевышний нас создал, чтобы мы пытались быть хорошими и быть примерными людьми, и потому что мы люди, все ошибаемся. И всегда пытаюсь что-то улучшить. И в религии, и в жизни, и во всем, что может быть хорошее для тебя и для людей перед Всевышним. Слушай, у тебя очень много таких вокруг тебя сейчас появилось известных, так скажем, людей, которые с тобой там поддерживают связи или там дружат.
Также вот Эндрю Тейт для меня удивил. Просто Эндрю Тейт, он такой, знаешь, в России его многие знают. И он такой коуч, там разделяется мнение насчет него, но все равно, я как знаю, он даже пытался с тобой встретиться, звонил тебе. У тебя есть какая-то с ним связь? Ну, в Дубае, когда первый раз по-моему, мне предложили с ним встретиться, в то время я не знал вообще, кто он. И это, по-моему, пару лет назад, когда он в Дубае жил. 22 год даже был. Я не знаю точно, не вспомню. Но я не знал, кто это. Мне сказали, какой-то знаменитый там имя назвали, я не знал. Я говорю, если человека не знаю, и не знаю, о чем с ним говорить, если бы посмотреть, и что, какой, может, спортсмен, не спортсмен, я просто сразу сказал, ребят, не могу, не хочу. Тренироваться надо. И я в лагере был, по-моему, в то время, готовился. И потом и у меня друг, сейчас там Хан, в то время я с ним познакомился, они близко дружат. Да, мы вместе были даже, когда по видео. Да, и они вместе дружат, и потом вот так в общении узнал, кто этот Эндрю Тейт, и мне говорили про него, такие интересные, такие вещи показывали и в интернете, так, вот, смотри, он что говорит, там, то все. Тебе понравилось что-то, что он говорит? Да, мне прикольно. Знаю, да. Могу за себя сказать, мне прикалывает там посмотреть. Конечно, если интересно с харизмом, если человек есть, выступает на сцене или вообще в спорте, или где бы он ни был, так интересно бывает. Прям серьезно, я не думаю, что ты воспринимаешь, просто как вот посмотреть что-то можно думать. Ну да, не знаю. У каждого свое мнение, он свое мнение рассказывает людям, и некоторым это нравится, некоторым это не нравится. Не знаю, что даже сказать про Я это. бы хотел, чтобы вот у вас совместная фотка с ним была. Мне бы было интересно. Ну, не знаю. Для меня особо это и не важно. Ну, если человек хороший мужик, то хорошо для него. Чтобы если вдруг вот Тейт посмотрит, чтобы он не обиделся, вот то, что тебе не важно, это же по сути, для любого Да человека. мне вообще особо, если взять любого знаменитого человека, там, для меня не важно с ним встретиться. Мне важно... Ну да, у меня важно, что всегда говорил, даже про боях, даже бои даже не важно, чем моя семья. Я всегда говорил, для меня важна семья и быть хорошим человеком, пытаться быть, по крайней мере, быть хорошим человеком. Это важнее, чем все это. Вот если тебе говорят, Хамзат, понимаем, неважно, для работы или для бизнеса, может, лучше будет встретиться с ним. Не думал про это тоже? Это же все равно какой-то бизнес. Да, многие моменты были, которые где-то мог бы я большие деньги взять, поехать кого-то с кем-то встретиться. Да. Мне всегда Абдурахман, это Дудаев, мой близкий, всегда ругает, что вот туда у тебя поехать надо, то все. Я не знаю, просто я не такой человек куда-то поехать, что что-то вот так незнакомого человека с ним для себя какую-то пользу от него взять, там, сделать себе деньги или что-то такое. У меня есть близкие друзья, и есть богатые друзья, есть и бедные друзья. Бедным я помогаю, богатым мне помогают, можно сказать. И меня моя жизнь и так устраивает. Я не хочу там мультимиллиардером или кем-то там. Лучше быть богатой душой, чем быть богатым деньгами, и никто тебя и не любит. Хамзат, что в свободное время ты делаешь? Какой-то YouTube, я не знаю, может, что-то вот смотришь. Кино, может, любимые сериалы. Да, бывает иногда кино смотрю, и сериалы, и, мало времени бывает. Я что-то начинаю смотреть, и что-то получается, дела или тренировка. Половину посмотрел, потом и забываешь про нее. Это классика. И пытаюсь с друзьями, там, если есть свободное время, на компьютере играем. И вот так. И в основном семья, там, тренировки. У меня, если спортсмен, ты такого уровня, у тебя таких свободных моментов очень мало бывает. Ты много чего отдаешь спорту, чем для своей жизни. Поэтому я говорю, ты тренируешься очень много. Вот именно вот этот отдых, он как проявляется? Там, сидя дома, смотреть что-то, или ты больше... как мы, в принципе, вот эти дни проводим, я вижу, что ты
постоянно куда ты едешь, так просто информацию смотришь, потом и доезжаем, свое дело делаешь. Да, бывает. Ну, нехорошо машине водить там, смотреть. Так бывает. Бывают моменты, что в телефоне быстро копаю, смотрю, что там, что-то. И закрываем. Ну, особо не любитель там в интернете копаться или в телефоне копаться. Лучше в реальной жизни с друзьями или с семьей. Ну, как ты видишь, постоянно Джабраил, Билал, мы туда-сюда катаемся, кушаем. Пытаюсь активный отдых с ребятами провести. Что-то полезное для меня и для них. Смотрел ли ты, ну, я думаю, смотрел подкасты Джо Рогана? Ну, по моменты смотрел, а так полностью. Моменты, там, вырезки, да. Полностью подкаст ни разу не смотрел. Вот. Многие бойцы очень хотят попасть к Джо Рогану, но, опять же, я знаю, что вот ты сейчас скажешь, для меня это не важно, но все равно, вот если он тебя пригласит, хотел бы пойти? Мне было бы очень интересно. Если удобный момент будет, если пригласить, наверное, может быть. Интересно было бы разговор с ним. Не знаю, о чем я буду с ним говорить, даже вообще непонятно какой-то. Ну, все эти вопросы, спортивные бои, там то все. Я думаю, все это перешел уже. Сказал то, что сказано. Я говорил, что хочу чемпионом стать. Все это опять повторяется со всеми, со всеми журналистами повторяется одно и то же. Как я здоровье, как у тебя здоровье, и с кем хочешь там драться, там все такое. Это тоже, да, наверное, все повторяется. В многом плане 99% одно и то же. И для меня... Но он не около спорта. Ну, вообще в жизни, что буду я ему говорить? Я спортсмен. Я даже не хочу. Мне люди пытаются всех спортсменов тянуть в политику, там, и того сюда. И ну, это можно заранее обговорить. Я спортсмен, пытаюсь быть спортсменом. И кому-то про спорт. Интересно, как ты достиг этого? Ну, все, я же разговаривал, и везде там уже в Ютубе есть документальные ролики, там даже моменты добавили от себя, можно сказать, убавили, можно сказать. Как живет Хамзат Чимаев. Это многие моменты есть такие, ну, самому неинтересно мне под камерой там сидеть и какие-то... Ну, блин, я бы хотел, все-таки он же, это же в Америке, ты же можешь, он же захочет узнать твою культуру. Ты можешь ему рассказать про свою культуру. Я думаю, уже все чеченцы показали свою культуру, и все знают про нас. И это не только там по спорту, и по всем, можно сказать, по всей сфере. Все знают, что где и что, и какие люди чеченцы. Не мне рассказывают, мои отцы рассказывали, им показывали, доказывали, кто мы есть. Я, обычный спортсмен, пытаюсь радовать свой народ и своих фанатов. Там есть великие люди, которые даже в мире не было таких аналогов, как наших людей, чеченцев. Они доказали, они показали. Сейчас пойти к какому-то блогеру говорить, что мы такие, не знаю. Ты это транслируешь, Хамзат, ты же передаешь. Все-таки от меня, от других людей никто не узнает, если я буду рассказывать. А ты вот тот самый рупор в мировое сообщество. То есть тебя все знают, за тобой все следят, болеют. Соответственно, ты можешь донести эту информацию. И, в принципе, я вот так вот имел в виду. Было бы интересно все-таки. Если это будет польза для общества, для людей, для нашей молодежи, можно сказать. Наверное, можно... общаться с этим человеком, то особо такого желания нет. Если пригласить, то пригласить, пообщаемся. Если нет, так нет. Ничего такого. И даже с тобой, я же тебе говорил, сколько я не хочу это делать, то я думал, это в городе будет. Ты меня вытащил из Стокгольма, привел какое-то в село, в студию. Это реально так. Мы ехали, наверное, минут 40, и Хамзат... Я говорю, Адам, сколько ехать? Он говорит, столько ехать. Я говорю, весь Стокгольм проедем сейчас. Я с Москвы, у нас там 40 минут для нас это вот как до соседнего магазина, брат, просто. Слушай, ты кому-то проигрывал на улице?
можешь вспомнить? По крайней мере, я не помню. Не было Ну, все-таки такого. реально, вот после драки на улице, возможно, да, дружба? Или есть у тебя такой пример, с кем ты до сих Да, пор? у меня в селе со всеми пацанами передрался, как что сказать, со старшим, младшим, и так с кем можно было. И всеми сейчас мы вместе дружим. А в Швеции не было такого, что подрался, и вот Стрип не оттуда приехал? Ну, с Реза чуть не подрался в зале, да, и потом друзьями стали. Видишь. Ну, тут все-таки построже. Тут, я думаю, проблемы будут, если на улице. Да нет, тут есть моменты там, да. Тут вообще то, что мне не нравится в последнее время, очень много таких моментов, там стреляют друг друга, там ребята молодые друг друга убивают. И из-за наркотиков каких-то мелких там. Подростки просто подходят, расстреливают. Да, друг друга вот так убивают. Ну, потому что, наверное, закон помягче, можно сказать, там за такие моменты тебя 5-6 лет убил человека и все, вышел. А если вот так, зная, что ты убиваешь кого-то и идешь на убийство, если в России такое сделать, я думаю, побольше тебе дадут и пожестче там будет. И там тебе не будет PlayStation и такой спортзал и сауна, как в Европе. Вряд ли бы такое даже додумали бы сделать, прежде чем. Да. Ну, блин, я удивлен, на самом деле. Вот Европа. И все-таки мне казалось, здесь стоит с кем-то просто даже стычку сделать на улице, то все, заявление, тебя там сажают, депорт. В основном, если ты... Все приезжие, которые это делают. Я не видел так много шведов, которые... Ну да, тоже. Они, как все, кто любит свой дом, они свой дом в чистоте держат. А если ты приехал в чужой дом, если ты не знаешь, как вести себя, и тебе не дали такого воспитания, чтобы надо чужой дом беречь как свой, показывать свои традиции и себя, конечно, бардак будет. Многие такие ребята, которые переехали, не знают, как себя вести, нету такого примера, который им дали, или там многие молодые ребята без родителей приехали, они думают, что им можно, все там возможно. Свобода. Да, и тут есть такие музыки рэперские, там, я такой Гуччи, то все это заработать быстрее деньги, там, наркотики, все это, типа... Да, типа, это как-то гангстерское что-то там звучит, и слушают молодые, и ведутся на это, потом думают, что они какие-то гангстеры, и делают такие плохие моменты, бывает. Гангстер, я не знаю, вообще даже это слово, как аксессируется там. Из Швеции, из Швеции, по крайней мере, ты не станешь там мировым гангстером, можно сказать. Это маленькая страна, если честно взять. И по черной дороге ты не будешь мультимиллиардером тут. Ну да. Лучше заняться чем-то хорошим. Я тоже был бедным и жил в Израиле. Можно, если есть характер, если не боишься там смерти, вот эти моменты, у тебя лучше спорт, пойди, бокс, борьба, ММА, чем-то, или учись, что-то хорошего добейся. Хамзат, вот если бы вернуться там на 10-12 лет назад, какой бы ты совет вот себе молодому дал бы? Что бы ты себе сказал бы? Да не знаю вообще, что сказал бы. Как Всевышний дал мне жизнь, такую и прожил, и дальше живу. Не знаю даже, что я бы сказал. Но если бы не себе, то... То, что я прожил, я, можно сказать, рад, что все это пережил и прожил, и живу в своей жизни. Меня все устраивает. Алхамдулиллах. Совет, может быть, тем ребятам, мальчишкам, которые там смотрят и хотят стать как ты, как вот Хамзат Чимаев я хочу быть. Я наверняка, думаю, что это даже, ответственность даже, я думаю, ты сам ощущаешь, когда многие молодые пытаются равняться там по стилю, как ты в жизни. Какой бы ты им дал совет? Быть хорошими людьми, самое главное быть человеком. Человек
Когда я говорю быть человеком, это просто быть человеком, не так просто. Человечность. Да, человечность во всех отношениях там. Да, что им сказать? То же самое, я не идеальный человек, там, показывать там пример. У меня были свои ошибки, чтобы у меня брали то, что самое лучшее, что я делал, и самое хорошее, что я показывал. Надеюсь, что не только это из меня, не только то, что я делал ошибки, плохие вещи. И есть ребята, которые там еще спортсмены, и не только я. И как Артур Битирбиев, такой достойный парень. Для меня он тоже пример, знаешь, можно сказать. И для всех спортсменов. Чтобы равнялись на хороших людей. На Артура, на Буасара Сайтиева, и там Ислама Махачева, и взять там многих ребят. Федора Емельяненко, можно сказать. Ну, видишь, хороший пример для молодых. И я тоже пытаюсь дать хороший пример для своих ребят, которые следят за мной. Вот забыл у тебя тогда спросить вот этот вопрос. Если бы было предложение или удалось бы, я просто знаю, что ты когда будешь проводить сбор на Эльбрусе, возможно, там будет и команда Федора. Не хотел бы ты принять участие вот в лагере с Федором, посмотреть, как это? Я не знаю, особо это и не важно, но, скорее всего, да, конечно, хотелось бы потренироваться с Федором, таким великим человеком, который выступал в то время, когда очень мало СНГ таких ребят было, как он. И был бы хорошо опыта взять у такого человека. Ну, у меня своя команда, и все мне помогают, и у нас все хорошо получается, и так, и что-то менять, какую-то другую, куда-то пойти, и кому-то там, может, мы им там помешаем, может, они не захотят с нами тренироваться, я не знаю, какое у них отношение к нам, и поэтому лучше со своей командой вместе поехать в Эльбрус и там проводить свои тренировки. Топ-5 бойцов, по твоему мнению, выступающие выходцы из СНГ, вот так возьмем. Можешь называть их? Действующих? Действующих. В СНГ. Ну, в какой организации взять? UFC, конечно, да. Твои коллеги. Мои коллеги. Конечно, там в первую очередь Ислам, да. Который номер 1 идет сейчас, pound for pound. И кто еще там? На втором. Подсказывать не хочу тебе. Кто вообще в UFC из СНГ? Всех не знаю. Там много ребят, по-моему. Да, и Шавкат. Сейчас за пояс будет драться. И вот тот же Шарабулет сейчас новый такой хороший ударник. Становится хорошей звездой. И кто там еще? Я всех знаю, Петр. но если... Конечно, да. Петр, да, бывший чемпион, Петр. Арман. Там много там. Ну, уже вот пятерка сформировалась, ну, да, говоря, да. Конечно. А ты не любишь, да, смотреть бои вот? Да, я люблю смотреть тех, кого я знаю. А так все подряд бои я не смотрю. Мне нравится Джон Джонс бои. У него тоже не часто, как у меня, конечно. Получается это. Когда вот такие ребята дерутся, смотрю. Ждешь его возвращения, кстати, скоро? Конечно, жду. Интересно. Ну, Стипи тоже, знаешь, мне хотелось бы... Да. Хотелось бы он выиграть этот бой и завершил карьеру. Такое. Не пошел в спад, знаешь. Ну да, да. Вовремя уйти. А вот у тебя были мысли, вот, когда ты можешь вот уйти, допустим? Да, особо. Мысли когда-то бывают всегда, как идеально завершить карьеру. Ну да, типа сколько-то защит, условно. Да, особо сейчас я не задумываюсь, наверное, посмотрим. Пока, не задумывайся пока. Пока мне... Пока не задумывайся, хорошо. Пока еще не заработал, можно сказать. Никаких поясов, ничего нет. Посмотрим. После поясов стану чемпионом, зашитый, что-то сделаю и посмотрим.
Хамзат, многие говорят, вот после того последнего боя, что ты самый доминирующий боец в UFC. Согласен с этим? Не знаю, как им виднее. Спасибо тебе, что ты согласился, приехал в нашу деревню шведскую. Мы записали, может, себе... Что меня привел в село обратно. Может, тебе хочется что-то сказать твоим фанатам, которые за тобой следят? Да, я уже много чего им говорил. Всем спасибо. Радует, что болеют за меня, поддерживают. Хочу поблагодарить всех. И многие ребята даже пишут в Инстаграме, которые не успел им ответить, можно сказать. Всем спасибо от души. И баракалла.